Всем здравствуйте и самый искренний привет. Здесь можно получить письмо от высших сил, от ангелов-хранителей, от хранителей рода. И здесь скорее телеграмма, чем письмо. Я хочу вот именно когда у вас есть вопрос, получить быстрый конкретный ответ. Кто меня не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. И это, кстати, канадская колода. Она очень четко и прямо отвечает на вопросы. Здесь вам будет 2 телеграммы, 2 письма от высших сил. Я всегда честно и правдиво говорю все то, что вижу в картах. Мои гадания направлены на то, чтобы вам помочь. Если есть предупреждения, я четко говорю. Если есть какие-то возможности, открыты будут, я это тоже говорю. Итак, я прочту вам письмо, которое вам пришло. Можно выбрать левое или правое письмо, телеграмму, слева или справа. Давайте сделаем разделитель. Эту лилию используем как разделитель колоды. Хорошо? Вот разделитель колоды. Здесь карты из 2 частей. Если мои слушатели со мной давно, вы уже знаете, что я использую их, потому что они открывают как вот откровение, revelation, откровение. Они говорят то, чего не видно, и показывают то, что может вам помочь. Да? Итак, мои дорогие, я ваш преданный друг, поэтому можно положиться на то, что здесь получите помощь точно. Итак, готово. Вот это первая часть телеграммы, письма. А вот тоже первая часть другой телеграммы, письма. Да? И вот эти карты другие, они показывают то, что будет в круге. И здесь для вас будет понятно. Если вы первый раз на таком раскладе, вы поймете. Через секунду, хорошо? Можно загадать вопросы. 2 сферы жизни какие-то, может быть, у вас есть вопросы ко Вселенной, к высшим силам. Или же просто слушать. Бывает так, что если мы смотрим первую, вторую телеграмму, письмо, то потом открывается, почему высшие силы это хотели сказать, и как они знают вашу ситуацию, как хотят помочь. Потому что сверху им видно все, им понятны вы. Мы сами себе непонятны, а сверху высшие силы, которые нас сотворили, да? Наше сознание сотворили высшие силы сверху. Они все про нас знают. И я добавляю по одной сюда тоже. И будем открывать. Давайте откроем, посмотрим. И колода называется «Оу», то есть я удивлена, какой инсайт, какое откровение. Сейчас увидите. Итак, слева написано «неправильно». Вот что-то неправильно. Может быть, неправильно то, что вы думаете. Но эта карта не имеет upright или перевернутых позиций. Просто так будет понятнее. Со всех сторон написано «неправильно, неправильно, неправильно, неправильно», «wrong». А это что неправильно покажет? Смотрите. Что узел завязан, что кармический узел нельзя развязать, что-то неправильно. Высшие силы видят, что сейчас то, что вы думаете о чем-то, да, в своей жизни, это не очень правильно. То есть есть более правильная мысль, более правильный ответ. Вам еще предстоит его искать. И это может касаться любой сферы жизни. То есть, например, вот это как кармический узел. Неправильно, что его нельзя развязать, что нужно там хорошими поступками, да? Как говорят, хорошими поступками выстраивается дорога в ад. То есть поступки становятся плохими, когда перестают быть хорошими, когда они насильственные. И здесь неправильно, что этот кармический узел нужно развязать какими-то, не знаю, чувствовать себя греховным, грязным, например. Или неправильно, что вы думаете, что есть на вас какой-то негатив, его нельзя убрать. Если вы уже осознали, вы уже его убираете, потому что ангелы помогут. Неправильно, например, то, что вот с этим мужчиной или с этим человеком, сотрудником, другом, вы уже все сказали, что могли друг другу, и больше нечего добавить. Неправильно, что закончены эти отношения. И вот узел этот, все, конец. Неправильно, что это может жгут, который вас бьет. Может, в детстве кто-то бил, издевался или в молодости. Неправильно, что нельзя избежать этого, что нельзя найти лучшие отношения, лучшую работу. Неправильно, что нужно затянуть пояс, и больше не будет изобилия, да, не будет больше достаточно денег, еды, бытовых каких-то приличных условий для жизни. Неправильно может быть, что нужно закрыть рот и молчать на эту тему.
Неправильно, что вас обвиняют, обижают, воруют вашу интеллектуальную собственность, или воруют ваши деньги, или воруют, говорят вам неправильную информацию, какую-то ущербную, гнилую, циничную информацию или лживую. Или, может быть, неправильно то, что вы слушаете и доверяете каким-то, может быть, людям, которые говорят для вас язвительную информацию, негативную, настраивают вас на негативное будущее. В будущем есть все, может быть все. Там поле вероятностей. И то, на что направлен магический фонарь, то и сбывается. Если есть предупреждение, нужно посмотреть. Но каркать, язвить, это неправильно. Это неправильно говорить о негативе постоянно. Если сейчас негативная ситуация, ее нужно увидеть. И вот этот узел, это может быть ваша негативная ситуация. То есть вы что-то видите в негативном ключе. Вы видите что-то как в тупике, что нет выхода. И когда вам говорят, что да, выход есть, то, на что мы направим внимание, то и будет сбываться. Всегда Вселенная даст возможности, и тот, кто сильно чего-то хочет, он обязательно это добьется. Обязательно. Может трудом большим, может с потерями, может без потерь, может быть ошибками вставать, падать, но в конце концов полетит. То есть неправильно себя ограничивать. И здесь мы видим, что руки такие напряженные. Неправильно быть напряженным, быть в тревоге постоянно находиться в состоянии, вот у меня черная полоса, и она так и будет продолжаться. Или неправильно думать, что я тебе покажу, да, я тебя отомщу, я тебе покажу. Почему неправильно? Может быть, те другие люди и нехорошие, скорее всего, так оно и есть, и они недостойны, чтобы с ними прилично поступать, потому что с вами неприлично поступили. Но неправильно думать, что если там отомстить или попытаться их заплатить, они заплатят монетой хорошей, разменной монетой, как говорят. Обычно враги платят плохой монетой. Поэтому, когда мы просим, чтобы враг как бы вошел в наше положение или исправил свою ошибку, враг сделает еще больше зла. Правильно было бы развязать руки и сказать: вот это все мое. Вот. Пришла в мир как одна, а сейчас стою как 100 тысяч. У меня есть такая мантра, да. Неправильно. Неправильно обижать блогера, писать мне, что у вас боты, потому что одинаковые комментарии. Да никаких ботов нет, на YouTube нет, это невозможно. У меня каждый мой подписчик — это человек, которому я помогла. И то, что пишу с каждым раскладом колена, моя жизнь становится все лучше и лучше во всех направлениях. Это мантра. Это мантра, которую я дала много лет назад, и люди просто ее пишут, чтобы повысить свою энергетику, чтобы себе помочь и так далее, себя успокоить, избавиться от негатива. Неправильно осуждать кого-то, не зная. И мне пишут там что-то за такие комментарии купленные. Но нет у меня ничего купленного, ничего. Я в Канаде живу, у нас невозможно это, у нас нет, это невозможно. Так что неправильно думать, что кто-то плохой, не разобравшись. Еще что неправильно, скажут вам эти карты без меня. Потому что вообще-то вот именно эта колода, она работает так. Обратная перспектива. Вы смотрите на то, что перед вами, а то, что перед вами, смотрит на вас и учит вас, и помогает понять, что для вас неправильно. Вот этот жгут, это состояние войны, состояние какой-то внутренней коррупции, оно мешает. Сейчас весь мир борется с коррупцией. И мы тоже боремся с внутренней коррупцией. Неправильно затягивать жгут и устрашать кого-то, потому что путем устрашения ничего не добьешься. И неправильно пробовать у себя в каком-то обществе, там где-то, кто хочет вас использовать, сказать, что посмотри, есть внешние враги. Когда человек говорит, есть внешние враги, он хочет, чтобы вы, как стокгольмский синдром, чтобы вы боялись вместе общего врага. Когда есть общий внешний враг, то человек-агрессор внутри, он может взять вас в плен и сказать вам, что смотри, я тебя спасаю от внешних врагов. И это укрепляет очень зависимые, нехорошие отношения, когда есть чувство, что есть общий враг какой-то на стороне. Отношения внутри, они становятся крепче, там в стране, в обществе, в семье, на предприятии. Но на самом деле это ущербно, это очень зависимые отношения, когда человек зависит от агрессора, своего же внутреннего врага. У нас у всех есть лярвы, подселенцы, сущности. Это те негативные энергетики, которые внедрились по какой-то непонятной причине, у всех она разная, вовнутрь. И такой внутренний враг, он как стокгольмский синдром, хотя это уже не называется синдромом,
Потому что мы уже поняли, сейчас психология понимает, что те люди, которые были заложниками, они выживали. Это один из способов выживания, а никакой не синдром. Но я употребляю этот термин, потому что многие знают, что такое стокгольмский синдром. Когда есть внешний враг, да, и внутренний враг, он манипулирует вами, устрашая вас, что есть внешний враг, от которого он вас защитит. И здесь такая беда, когда затягивается жгут, и мы внутри входим в состояние паники, в состояние, что все неправильно, все, что во внешнем мире, потому что как внешний круг, все неправильно. Правильно только бояться, правильно только напрягаться, правильно только быть в состоянии негативном, в состоянии такого алчного человека, который говорит, все будет плохо, все будет плохо. Но если будет хорошо, держим пальчики, а настраиваемся на плохое. Вот это такое состояние, оно бывает как в семье, так и на предприятии и так далее. Оно неправильное. Правильное — это расслабить руки и сказать, вот, пришла в этот мир как одна, а сейчас стою как 100 тысяч. Да, это мантра. Это мантра. Это мантра, которую многие знают. Это старинная мантра. Например, Опра Винфри. Если вы знаете, такая величина большая. Она на духовном пути, и она эту мантру применяла, чтобы из своего страшного бэкграунда, страшного детства выйти на самую успешную личность в мире, одну из самых успешных личностей в мире. То есть неправильно завязывать узел и говорить, так, все плохо, ничего нет, это все неправильно. Правильно было бы это сказать себе, пришла в этот мир одна, а сейчас стою как 100 тысяч. То есть 100 тысяч сильнее стала, когда развязала, когда отпустила. Отпустить ситуацию с матерью, с любимым, с ребенком, с дочерью, с сыном, с соседом, с сотрудником, с начальником, с кем угодно. С кем узел есть. Узел — это неправильные кармические отношения, это зависимые отношения, когда люди зависят друг от друга не потому, что это их делает сильнее, а делает их слабым. Понимаете, есть один агрессор, другой жертва и так далее. В общем, это все неправильно. Я вот это хочу от силы помочь вам, очень-очень сильно хочу помочь, поэтому говорю, вот так распустите руки и скажите, все правильно, то, что я имею критическое мышление, мне не нужно еще внушать, не нужно навязывать никакую точку зрения, я сами с усами, сами можем делать выводы. Неправильно какое-то вот напряжение. Anyways, напишите мне в комментариях, что для вас неправильно, потому что это будет очень правильно, когда вы напишете. Когда вы напишете, это терапия. Когда вы пишете, вы терапевтически себя лечите. Телеграмма, длиннее, извините, длинная телеграмма. Итак, второе письмо, послание, телеграмма, как хотите называйте, от высших сил. И здесь написано любовь. Везде написано любовь, просто так поставлю. Любовь, да? Любовь, 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 любовь. Вот неправильно вот это, как бы ударю, да? А правильно любовь. И здесь смотрите, вот что внутри. Эти две фигуры, может быть, вы любимый человек, вы сестра, мать, дочь, сын, вы в двух ипостасиях, мужской и женской, и вы смотрите в море. Море — это бесконечная возможность, это как Тихий океан. Тихий океан может быть бурным, но он тихий в каком плане? Что там есть много добра. Океанская вода, она имеет все элементы, чтобы жизнь была. Это самая жизнеустойчивая структура. Это самая поддерживающая среда. И океан — это поддерживающая среда ваша внутренняя и вашего внешнего круга. То есть любимые, родные, сотрудники, друзья и так далее. Все друзья. Все, кто хочет вам добра. Я надеюсь, что мое скромное лицо вы тоже видите здесь, потому что я вам тоже желаю добра. И океан любви вас поддерживает, океан вас любит. Океан — это то, откуда мы вышли из океана и идем в океан. То есть мы — это океан. Океан любви сознания. Сознание проявляется, и новое, и нет конца этому, потому что человек всегда был и будет. Это, знаете, как пленка в кинокамере. То есть есть непроявленная пленка, это ваша жизнь до проявление. Проявление — это вот ваша жизнь на Земле. Но пленка все равно остается, она никогда не заканчивается. И здесь вы
рождены для любви, у вас любовь будет. И здесь доверие, взаимопонимание, доверие. Здесь не доверие, здесь доверие. Вот, в общем, вот такие письма вам от высших сил. И здесь идет речь о том, что если вы потеряли любовь или потеряли там здоровье, вы восстановитесь. Если кто-то вас не любит, кто-то другой начнет любить. Потому что если нас не любят, это не то, что мы плохие. Это не то, что с нами что-то не так. Просто человек не наш. Или человек не умеет вообще любить. Бывает, человек не наш, то есть не наша энергетика. Совсем. Нет точек взаимоприкосновения. Мы помним, что здесь эти два человека, это вы и еще кто-то, вы соприкасаетесь только в одном месте. Вы не можете по всему кругу соприкасаться. Нет людей, которые подходят друг другу идеально по всему кругу. Вот. Есть люди, которые хотя бы где-то соприкасаются, и это большое счастье. А где не соприкасаетесь, там вы уважаете друг друга, разницу в друг друге. И в этом сила ваша. В этом сила, что вы держитесь того, что вас соединяет, а то, что разъединяет, это имеет место быть. Это все правильно, это реальность. Реальность такая, что нет людей ни идеальных, ни тех, кто подходит друг к другу, как перчатка. Часто человек сам себе не подходит, потому что очень мало о себе знает. И именно через такие карты открываются тайны познания себя, вас, как человека, как личности. И здесь я вижу, что вы приобретаете вот эту силу. Вы приобретаете эту силу океана. Вы проживаете опять этот океан любви, каждое мгновение. И шансы, вот именно возможности у вас огромные на то, чтобы быть счастливой. А, кстати, океан — это как возможность. Это вот вам ответ на тот вопрос, что будущее — это поле вероятности. И у вас есть магическая латерна. У вас есть ключ от той двери, которая приведет вас в счастье. У вас хотя бы есть 360 дверей, 360 дорог. И от всех этих 360 дорог у вас есть ключ в кармане. Или такой мастер-ключ, главный ключ, который подойдет к каждой двери. И вы выбираете, какую дверь. У вас есть, заметьте, как астролог вам скажу правду, как обычно я говорю, всегда чистую правду. Эти 360 дорог — это ваши дороги к счастью, но еще есть 360 дорог негативных. И ключ к негативной двери вам может дать человек, который вас не любит, не верит, хочет вас привязать, запугать страхом. А ключ позитивный у вас есть в кармане у себя. Потому что негативный ключ Творец держит под 7 замками. К нему нет доступа, чтобы вы не попались, чтобы вы не пошли по неправильной негативной дороге. Ну, например, можно привести пример с нашей землей любимой. Вот этот уран, все вот это, что для человека вредно, Господь Бог закрыл за 7 замками, но человек все равно проник туда, это все выкинул на поверхность, и теперь вот такая агрессия идет, да, взаимное угрожение, вот такая глупость всякая, никому не нужная. Или же еще хуже стокгольмский синдром, когда внутри вас уверяют, что снаружи есть враг, который агрессирует, и вам нужно его ненавидеть. Никого не нужно ненавидеть, нужно что делать? Любить жизнь, и все, и любить себя в этой жизни. Ну, я привела пример урана и Земли, чтобы вы поняли, что у вас есть 360 ключей от успешных дорог в вашей ауре, в вашей капсуле, в вашем космосе, внутреннем мире. И есть мастер-ключ, который может открыть любую из этих дверей. Мои гадания просто направляют магический фонарь на какую, чтобы найти. А ключ у вас в кармане. Но есть еще другой ключ, это тоже мастер-ключ. И там 360 негативных дорог. Этот мастер-ключ Вселенная, Творец, силы, которые вас любят, спрятали за 7 замками. Но есть негативные люди, которые каркают. Да? Вот каркают и все. Такие циничные, негативные каркают, такие, знаете, ну, в общем, скрипучая дверь открывается там в чулан. И есть колдуны, да, есть колдуны, которые, они имеют доступ, но им идет обратка и так далее. Но когда они получают вот доступ с черной силой, пускают этот ключ, смотрите, чтобы вы не взяли этот ключ у них, да, чтобы они не проникли в вашу ауру. Конечно, много защит есть. И основная защита — это ваша вера, что любовь победит. А я скажу одно. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ-замок, колдунам входа нет. Я вот эту мантру, считаю, можно использовать всегда. Например, на работе. Делаю, что делаю, большего не требую. То есть вы делаете, что делаете. Ключ-замок, колдунам входа нет. Потому что на работе могут быть колдуны. Или, например, тоже, да, везде буквально нужно это сказать. Делаю, что делаю, большего не требую.
ключ-замок, к колдунам входа нет. И тогда вот этот негативный ключ, который хотят вам навязать, запугать вас, затуманить, сказать вам, дать много страхов. В современном мире и так страшно жить, не нужно еще дальше пугать. Так вот, такие темные силы, они пытаются внедриться. Вы их почувствуете по колкости в глазах, по колкости в словах, по негативным словам. Они имеют этот ключ. Смотрите, не берите их ключ, а берите позитивный ключ добра, радости и счастья. Вот так, мои дорогие, такое чтение телеграммы на 20 минут, извините. Потому что я очень часто делаю письмо, послание от высших сил, это моя рубрика давняя. Вот. Хотела сделать телеграмму, получилось действительно послание глубокое, всегда так выходит. Вот, ну это, в общем-то, 20 минут, это не так много. Но вообще на моих видео вы отдыхаете тоже, вы приобретаете силу в себя. Это отдых качественный, без вредных эффектов, там бокалы или еще чего-то вредного. Наоборот, вы здесь восстанавливаете силы. И приятно, потому что карта — это то, что нам помогает получить совет Вселенной. Кстати, это все не иллюстрации, не картинки. На каждой карте это магическое присутствие высших сил. Потому что то, что некоторые называют иллюстрацией, картинки и так далее, на самом деле это не так. Это магические послания. Поскольку высшие силы не понимают ни по-русски, ни по-английски, ни по-турецки. Высшие силы понимают только метафору. Вот только вот это не картинки, это магические слова. Так что не сомневайтесь, будьте любезны, получите информацию, не обессудьте. Возьмите мои слова, те, которые вам подходят, а те, что не подходят, отбросьте за ненадобностью. Пожалуйста, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. То есть я о себе говорю, да, я еще и пианист, и композитор музыки рейки. Поэтому так в полушутку, в полусерьезно, но не стреляйте в посланника. Я проводник-посланник, он играет как умеет. То есть то, что мне высшие силы дали, то я вам рассказала. А то, что не сумела рассказать, скажут карты за меня. А там, где вы, может, прочитали что-то между строк, но каждый по своей правде, по своей плюс или минус испорченности или так далее понимает. Так что если вы что-то поняли не то, что я сказала, это уже не моя вина. Понимаете, это человек каждый интерпретирует. Поэтому не обессудьте, будьте любезны, получите правдивую информацию и продвигайте себя в жизни. Вселенная вас поддержит, а я всегда на вашей стороне и всегда разложу карты, и вы увидите, что делать, куда идти, и получите ответы на вопросы. Люблю вас, обожаю, будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.